Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный рулет. Готовится он несложно, продукты все доступные и для его приготовления не понадобится даже миксер. Сначала приготовим крем. В сотейник наливаем 500 мл молока и ставим на огонь. В отдельную миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 100 г сахара, 10 г ванильного сахара. Добавляем щепотку соли. Сюда же насыпаем 50 г кукурузного крахмала. Также можно использовать картофельный крахмал. Все перемешиваем до однородной массы. Снимаем горячее молоко и примерно третью часть молока наливаем в миску. Остальное молоко пока оставляем. Все сразу же перемешиваем. Приготовленную смесь выливаем обратно в сотейник к оставшемуся молоку. Перемешиваем и ставим на огонь. Варим крем на огне чуть ниже среднего. Постоянно перемешиваем венчиком, чтобы крем получился гладким, однородным и без комочков. Когда масса закипит, варим, перемешивая еще 1-2 минуты и снимаем с огня. В приготовленный крем добавляем 50 г сливочного масла и все перемешиваем до однородности. Крем оставляем остывать при комнатной температуре. Периодически перемешиваем крем, чтобы сверху не появилась корочка. Теперь приготовим корж для рулета. В миску разбиваем 4 яйца. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара. Все немного перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем 180 г муки и наливаем 50 г растопленного сливочного масла. Перемешиваем, насколько это возможно. Наливаем примерно 1/4 часть теплого молока и перемешиваем. Как только все перемешалось, добавляйте еще немного молока. Все сразу молоко не добавляйте. Благодаря именно этой последовательности добавления ингредиентов в тесте не будет комочков и его легко замесить венчиком вручную. Всего понадобится 360 мл молока. Приготовленное тесто выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер моего противня 42 на 35 см. Тесто распределяем по противню и ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекаем 15 минут. Через 15 минут опускаем температуру до 180 градусов и печем еще 15 минут. Готовый корж вынимаем из духовки, перекладываем его на решетку и оставляем остывать. Остывший корж переворачиваем вверх дном. На корж наносим приготовленный крем, который уже остыл до комнатной температуры. Распределяем равномерным слоем по коржу. По желанию корж можно смазать тонким слоем любого фруктового джема, а сверху уже распределить крем. Сворачиваем рулет. Рулет заматываем в пергаментную бумагу и кладем в холодильник застывать минимум на 3-4 часа. Я поставила на ночь. Рулет готов. Нарезаем его порционными кусками. Красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулет получился очень вкусным. В нем прекрасно сочетается мягкий корж и нежный заварной крем. Готовится такой рулет несложно и без миксера. Он прекрасно подходит как на праздник, так и на каждый день. Обязательно его приготовьте и поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Также у меня на канале есть и другие варианты сладких рулетов. Чтобы долго не искать, один из них я покажу в этом видео. Следующим приготовим быстрый рулет с яблоками. Его удобно готовить, так как начинка запекается сразу с бисквитом, и приготовление не занимает много времени. Все яблоки разрезаем на 4 части и вырезаем серединку с семенами. Всего понадобится 5 средних яблок. Подготовленные яблоки трем на крупной терке. К
К яблокам насыпаем 2 столовые ложки сахара и 1 чайную ложку молотой корицы. Все перемешиваем. Готовим бисквитное тесто. В миску разбиваем 4 яйца. Разделяем их на желток и белок. Белки выливаем в миску, а желтки отдельно в стакан. К белкам насыпаем щепотку соли. Начинаем взбивать миксером. Белки немного взбились, постепенно насыпаем к ним 80 грамм сахара. Сюда же насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Это очень важно. Белки уже взбились. Добавляем к ним по одному желтки. После каждого хорошо взбиваем миксером. Все вместе взбиваем еще примерно 1 минуту. В сито насыпаем 100 грамм муки и 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Муку с разрыхлителем просеиваем ко взбитым яйцам. Добавляем в 2-3 подхода, каждый раз недолго перемешивая миксером на небольшой скорости. Тесто готово. Противень от духовки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем яблочную начинку. Равномерно распределяем ее по всей поверхности противня. Сверху на яблоки выливаем приготовленное бисквитное тесто. Его тоже распределяем по всей поверхности яблок. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Бисквит с начинкой испекся. Достаем его из духовки и даем остыть буквально 2-3 минуты. Бисквит должен быть горячим. Сверху на бисквит кладем доску и все переворачиваем вверх дном. Снимаем пергаментную бумагу. Бисквит вместе с яблочной начинкой сворачиваем в рулет. Оставляем рулет до полного остывания. Остывший рулет нарезаем на порционные куски. Рулет с яблочной начинкой получился очень вкусным и сочным. Яблоки прекрасно пропитывают мягкий воздушный бисквит. Готовится такой рулет просто из самых доступных продуктов. Он прекрасно подходит для семейного чаепития.